Добрый вечер, коллеги. Мы продолжаем серию выступлений по результатам Microsoft Build 2021. И сегодня у нас все так же направление Cloud Transformation and Azure. И поговорим о такой теме, как Scaling Dev Security Operations при помощи GitHub и Azure. Меня зовут Антон Бугай, я системный архитектор компании Smart Business. Собственно, перейдем к нашей теме выступления. Что такое Development Security Operations и почему это важно в применении на проектах, мы затрагивали на нашем прошлом выступлении, 251-м, вы можете найти информацию на сайте. Сегодня повторим тезис на почему это важно. В нашем случае, когда мы говорим про Development Security Operations, речь идет о том, что мы строим непрерывную интеграцию и валидацию безопасности нашего решения уже в процессе разработки. Зачастую построение решений, построение продуктов связано с тем, что отдел безопасности существует, или же IT-департамент существует несколько обособленно внутри компании и занимается по большей части некоторым администрированием. Но с переходом в облако нужно понимать, что компетенции как IT-департамента, так и разработчиков становятся несколько шире, потому что использование тех или иных технологий облачной платформы связано с безопасностью этих технологий. И здесь в первую очередь идет о том, что когда мы разработчик создает и публикует некоторый application сервис в Azure, то необходимо уже разработчику в том числе учитывать и думать о том, как это решение будет защищено. Здесь, конечно же, можно применить подход, когда сотрудники делятся экспертизой между отделами, либо же делегировать эту работу отдельно выделенной роли в компании по обеспечению безопасности. Но, тем не менее, нужно понимать, что в первую очередь речь идет о общей ответственности сотрудников, ответственности разработчиков и участников команды, независимо от их роли. И нужно понимать, что это является одним из основополагающих принципов обеспечения безопасности продуктов и решений в облаке, когда все участники команды понимают, что независимо от роли, влияние разработчика, влияние системного архитектора, влияние Cloud Solution архитектора напрямую влияет на безопасность решения и на то, насколько решение будет безопасным и как рано на каком этапе выпуска продукта, эксплуатации продукта мы сможем выявить уязвимость, локализовать ее и быстро устранить. И здесь применяется как раз подход, который называется Shift Left. Он подразумевает следующую концепцию, которая состоит в том, что если мы отобразим на некой временной шкале движение развития продукта, проекта, какого-либо решения, то слева у нас будет условное начало, когда мы двигаемся слева направо, временная шкала, которая увеличивается слева направо, то слева у нас будет старт разработки продукта или же какого-то решения. И сдвиг влево подразумевает то, что на ранних этапах разработки нашего продукта и решения мы заботимся о том, что мы строим безопасное решение, мы уже внедряем практики мониторинга уязвимостей и безопасности, уязвимостей и
аудита системы, которые публикуются и которые разрабатываются. И при этом мы это непрерывно связываем, тесно интегрируем с нашим процессом разработки. Об этом пойдет речь дальше. Здесь подразумевается о том, что частью наших continuous integration, continuous deployment автоматизаций становятся шаги по сканированию безопасности нашего решения. Что для этих целей предлагает нам Microsoft? На конференции Build 2021 Microsoft анонсировал в том, что будет интеграция, и она уже доступна, публичная интеграция, более тесная интеграция GitHub и Azure. И в части обеспечения Development Security Operations GitHub со своей стороны предоставляет такие возможности, инструменты, как Dependabot, CodeQL, Secret Scanning, GitHub Actions. Это для сканирования кода, мы это рассмотрим отдельно. Со стороны же Azure предоставляются инструменты мониторинга и управления ключами, такие как Azure Security Center, Azure Monitor, Azure Policy, Azure Key Vault. Почему во время подготовки к данному выступлению я задался вопросом, почему, имея в своем арсенале Azure DevOps, Microsoft, тем не менее, декларирует и начинает вектор развития, скажем так, со стороны GitHub. И в первую очередь идет о том, что очень много open-source решений, и Microsoft точно так же поддерживает движение в open source. Большой части своих разработок находится на GitHub. Ну и, как всем известно, что GitHub является компанией, которая входит в состав Microsoft. Поэтому на этой платформе компания, видимо, решила обкатывать те подходы, которые декларируются, и мы начинаем рассмотрение построения Development Security Operations со стороны GitHub. Со стороны же Azure Microsoft декларирует доступность Azure Security Center. Мы его рассмотрим далее на примере. Azure Security Center – это единое окно доступа к инструментам мониторинга и сканирования уязвимостей не только конкретных и отдельных выбранных решений, а всех ресурсов Azure внутри выделенной подписки. То есть если у нас есть своя подписка в Azure, мы можем использовать возможности Azure Security Center и мониторить все ресурсы, виртуальные машины, app-сервисы, контейнеры, кибернет-кластеры на предмет уязвимостей, на предмет того, что программное обеспечение должно быть обновлено, должны быть установлены свежие патчи систем и прочее. На примере мы посмотрим, как выглядит это окно доступа и какая информация нам доступна. И в дополнение к этим двум платформам Microsoft уже сделала доступную публично интеграцию Azure Security Center с GitHub. Что это означает? Это означает, что разрабатывая и используя в качестве системы контроля версий и управления кодом GitHub как платформу, мы можем тесно интегрироваться с Azure Security Center, мы можем использовать экшены GitHub для публикации и разворачивания наших решений в Azure и в том числе выполнять сканирование нашего продукта, нашего решения с публикацией этих результатов в единый центр мониторинга, который называется Azure Security Center. Здесь мы переходим к нашему демо.
Итак, с чего мы начнем? Для данной презентации, для данного выступления я за основу взял решение, которое называется Taiwan Traders Website и Taiwan Traders Backend. Это сэмпловые решения от Microsoft, которые демонстрируют подходы к построению микросервисных приложений. Бэкэнд отдельно, используются Kubernetes-кластеры, фронтенд отдельно, используется React Redux, много JavaScript, свои API, свой API, endpoint и система сборки. То есть достаточно современное и интересное решение. В первую очередь, для того, чтобы продемонстрировать и провести данное демо, и если вы захотите повторить то же самое и более детально разобраться, то вы можете взять репозиторий Microsoft Taiwan Traders Backend и сделать себе форк в ваш репозиторий GitHub. Здесь стоит отметить, что для максимально эффективного использования всех возможностей сканирования кода на уязвимости нам потребуется Enterprise подписка в GitHub, но для этих целей можно использовать реальную версию, ее можно использовать неограниченное количество раз, она будет действовать в течение 14 дней. Поэтому здесь нужно понимать, что я создал отдельную организацию, которая находится на Enterprise подписке. После того, как я создал два этих форка, можно нам потребуется перейти в раздел «Настройки» и в части Security and Analysis GitHub мы можем обнаружить такие 4 опции, которые по умолчанию выключены, но для целей данной демонстрации я их включил. Мы можем использовать инструмент Dependency Graph, который позволяет проанализировать зависимости нашего решения. Мы можем использовать Dependable Alerts аналитику для сканирования кода на уязвимости и потенциальные дыры в безопасности. Точно так же мы можем выполнять сканирование на апдейты безопасности и можем выполнять сканирование кода при помощи выбранного аналайзера. В данном случае, в данном кейсе я заранее включил эти опции для того, чтобы не тратить наше с вами время. И после того, как эти опции будут включены, в разделе Security у нас начнут появляться уведомления. Если мы перейдем в раздел Security для данного решения, то мы увидим, что здесь есть 15 уведомлений, которые мы можем посмотреть отдельно. У нас есть Dependable Alerts. Они все по большей части относятся к JavaScript коду, к JSON. Мы можем взять, в первую очередь, мы видим их как список, во-вторых, мы видим приоритет той или иной уязвимости, насколько она является критичной. И если мы посмотрим, например, что-нибудь из High Severity, то мы увидим, что речь идет о том, что у нас используется версия более старая, чем рекомендуется в библиотеке Elliptic. Что это означает? Это означает о том, что в возможной версии, которую используем мы, было выявлено комьюнити, open source комьюнити было выявлено дыра в безопасности, был создан отдельный бюллетень безопасности, в соответствии с которым было выпущено исправление, и это исправление доступно в более обновленной версии этого пакета. Поэтому, используя и далее более старую версию пакета, мы потенциально оставляем известную всем вектор, скажем так, вектор атаки на наше решение, потому что кейс был зафиксирован, он был описан, он был исправлен, и, соответственно, он точно так же может быть использован
повторно, если мы не будем обновлять данную версию. Более детально мы можем посмотреть, о каком бюллетене уязвимости идет речь, и мы можем посмотреть, что нам с этим делать, то есть как обновить. Также отдельной строкой идет использование инструментов сканирования кода. В данном решении используется такой инструмент, как CodeQL. Данное решение выполняет следующие операции. Когда мы в разделе Settings включаем, в разделе Security and Analysis включаем сканирование кода, мы можем выбрать, какой инструмент мы используем. В данном случае используется CodeQL, и CodeQL создает под себя отдельный action, который будет выполняться на каждом чекине в данной репозитории. Мы можем посмотреть результат последнего выполнения. Видим, что у нас настроено 3 языка, это C#, Go и JavaScript. Go по большей части для данного решения не релевантен. И также мы можем посмотреть в разрезе каждого из языков пошагово, какие действия были выполнены, и в частности инициализация и работа самого CodeQL анализа. Мы видим общее количество строк кода, которое было проанализировано, и по результатам мы получили репорт, который в себе содержит следующую информацию. А именно, наш workflow CodeQL просканировал нашу главную ветку, было просканировано 4000, почти 4300 строк кода, и было выявлено 7 алертов. Каждый из них детально описан, и описано, что мы можем с этим делать. Например, ASP.NET Config Files Enables Directory Browsing. Рекомендуется, что с этим можно сделать. Ссылка на бюллетень, указание строчки в коде и более широкое описание самой, в данном случае не уязвимости, хотя уязвимости, да, детальное описание уязвимости. Это мы посмотрели наш бэкэнд. Если мы пойдем в Tailwind Traders веб-сайт, это отдельный репозиторий. Здесь также включено сканирование кода. И мы можем перейти. Но здесь у нас с кодом все хорошо, у нас есть только dependabot алерты. И здесь они точно так же, по большей части касаются NPM пакетов, но они достаточно часто обновляются, поэтому получается вот такая вот картина. Что мы будем смотреть дальше? Дальше мы, у нас есть наш веб-сайт, у нас есть наш бэкэнд, мы все это дело разрабатываем, мы теперь настроили сканирование при каждом обновлении кода. В нашем репозитории мы видим отчеты в security, мы понимаем, как это исправить, что нам с этим, по крайней мере, делать, то есть мы о них уже знаем, мы не находимся в неведении, и к нам это не прилетает уже, скажем так, мы не можем сказать, команда не может сказать о том, что мы об этом ничего не знали, мы об этом знали, просто мы не ходили сюда и не смотрели, или ничего с этим не делали. Теперь, следуя тому, что у нас идет процесс разработки, мы начинаем публиковать наши решения, допустим, в development среду. Процесс публикации данного решения занимает некоторое время, поэтому я его уже провел заранее. Здесь все достаточно просто. Мы можем воспользоваться автоматической публикацией с помощью
ARM-скрипта, как для фронтенда, так и для бэкенда. Да. И на выходе мы получаем следующую картину. Я создал отдельную ресурсную группу для этих целей. И после публикации решения данная ресурсная группа содержит достаточно большое количество ресурсов. Это отдельный app-сервис план, это сервисы Kubernetes, это непосредственно app-сервис сам веб-сайт. Kubernetes — это backend, Application Insights для мониторинга, Container Registry для сборки и для хранения собранных образов, которые впоследствии используются в Kubernetes кластере, база данных Cosmos DB для хранения данных, ну и некоторый ряд Function App, Storage Account, то, что идет всегда как бы вместе и рядом. Я останавливал данное решение с целью экономии использования бюджета подписки, поэтому сейчас я его запущу. И открою его в фоне. Тем временем мы можем перейти к части, которую я упоминал ранее, а именно Azure Security Center. Если мы воспользуемся страницей просмотра подписок и выберем нашу конкретную подписку, в данном случае у меня используется моя подписка Visual Studio, то здесь доступна такая вкладка, как безопасность, security. Когда мы переходим на эту вкладку первый раз, то здесь у нас нет какой-либо информации относительно сканирования. У нас будет возможность включить использование Azure Defender и Azure Security Center для сканирования нашей подписки. То есть нужно понимать, что мы находимся на уровне подписки, соответственно, все ресурсные группы, которые находятся в этой подписке и которые мы включим для целей сканирования, будут проходить постоянный мониторинг, будут проходить постоянное сканирование, и мы будем видеть по ним уведомления относительно того, в каком состоянии находятся наши ресурсы. То есть мы можем видеть, что у нас сканируются две виртуальные машины, Container Registry, Storage аккаунты различных типов. И в данном случае речь идет о рекомендациях в разрезе по типу. Тем не менее, по виртуальной машине у нас есть две рекомендации, по Storage аккаунту тоже две рекомендации, и они совершенно различного типа. Ну, например, Storage account should use a private link connection. То есть это означает о том, что в данный момент наш Storage account, он потенциально доступен публично извне. Да, это достаточно сложно подобрать сгенерированный каким-нибудь, то есть какое-то имя Storage аккаунта, но тем не менее, если такая информация где-то станет доступна, то, используя ее, потенциально можно получить доступ к данным, которые находятся, скажем так, это может быть вектором атаки, то есть данным, скорее всего, так просто получить доступ не получится, но, тем не менее, уже сужением вектора атаки на наше решение, на нашу подписку, на нашу инфраструктуру в облаке, это уже может быть. По виртуальным машинам у нас не используется сканирование. Найдены уязвимости в нашем Container Registry. Это мы поговорим отдельно, как это работает.
Ну и вот прочие такие штуки. Тем временем наш веб-сайт запустился. Мы видим, что он работает. И что мы посмотрим далее? Ну вот есть у нас security монитор, мы его включили, он мониторит наши ресурсы, но как бы исправим мы все эти уведомления и станет здесь все хорошо. Но у нас есть еще наше решение, которое мы бы хотели тоже дополнительно сканировать и сканировать его более предметно, более детально, но при этом видеть всю эту информацию в нашем Azure Security Center. Что нам для этого нужно и как это работает? Первое, что нам для этого необходимо, нам нужно перейти в наш Security Center. В Security Center у нас собрана вся информация по нашей подписке и по нашим ресурсам. Здесь у нас считается Secure Score на основании отдельных метрик в разрезе ресурсов. И, соответственно, мы можем набрать либо больше, либо меньше баллов в разрезе подписки. То есть мы видим, что подписка, моя Enterprise подписка для Visual Studio, она имеет следующие поинты, а именно, то есть MFA включенно используется, поэтому 10 из 10. Порты настроены, все окей. Нет неисправленной уязвимости, не устранены уязвимости, ни одна из них, поэтому не окей. Дальше используются последние системные апдейты, это хорошо. Не везде используется шифрование данных при передаче, encrypt data in transit, соответственно, только 3 поинта, потому что 3 из 4 ресурсов не используют Data Encryption, то есть, вероятнее всего, не включено либо принудительное HTTPS, либо TLS-шифрование. Ну и так далее. Так вот, возвращаясь к тому, что нам необходимо для того, чтобы интегрировать наш GitHub репозиторий, интегрировать GitHub Actions выполнив сканирование нашего решения и поместив эти результаты в dashboard Azure Security Center. Для этого нужно вернуться в заглавную страницу Security Center и в части, которая относится к настройкам, выбрать подписку, выбрать интеграции. И здесь у нас есть CI/CD Vulnerability Scanning. Соответственно, здесь мы можем настроить, используя данные для аутентификации и строку подключения, мы можем использовать это подключение и эту авторизацию в наших экшенах GitHub. Как это выглядит и как это реализуется? Для этого в Tailwind Traders веб-сайт я создал отдельный экшен,
который называется Tailwind Traders Website Build. Вот здесь он у меня, я его создал, не работал, вот здесь я его исправил, заработал, все стало хорошо. Что же он содержит внутри себя, именно этот action? Для этого перейдем на вкладку код, GitHub Workflows и найдем здесь наш, вот он, TVT-CI/CD. Ну, базово это обычный YAML файл, который описывает либо же пайплайны на DevOps, либо же GitHub экшены. У него есть имя, у него есть триггеры, то есть мы отрабатываем на каждом пуше, мы можем его запустить вручную. И далее начинается самое интересное, то есть те детали, которые позволяют нам имплементировать сканирование уязвимости нашего решения. В данном случае речь идет о том, что мы наш веб-сайт упаковываем в докер-образ. Этот докер-образ мы публикуем в репозиторий Container Registry, и мы можем выполнять сканирование наших докер-образов. То есть мы уже собранный код в виде образа мы можем проверить на уязвимости. Соответственно, у нас есть некоторый набор шагов. Сначала мы собираем и сканируем наше решение. То есть мы берем последнюю версию. Далее мы авторизуемся в нашем Container Registry. После этого мы собираем наше решение на основании того докер-файла, который содержится в нашем репозитории. И после этого самая интересная штука, здесь используется open source action, который доступен нам на GitHub, а именно Container Scan. Используя этот action как шаг нашего пайплайна, мы его добавляем, мы указываем ID и указываем, какой образ нужно взять из нашего реестра контейнеров. То есть мы предварительно его собрали, и здесь мы его используем. После этого мы пушим и публикуем результаты в наш Azure Security Center. Здесь используется в качестве переменных. Мы используем строку подключения, которую мы видели здесь, и токен, который также находится здесь. Что нам это дает? Это дает нам следующую возможность. Когда мы запустим этот action, либо же вручную, либо же он будет запущен автоматически, то в нашем Azure Security Center у нас появится информация о сканированном сканированном контейнер образе. Вот мы видим, что у нас прошел наш action. Вот наши шаги: авторизация в докере, сборка нашего решения. И вот самая интересная часть — сканирование нашего образа. Что мы здесь видим? Мы уже здесь в отчете экшена мы можем посмотреть, о каком бюллетене безопасности идет речь, какой у него уровень опасности и его детальное описание. То есть, что нам с этим делать. Вот имя нашего образа. Tailwind Traders Web, тег. И вот такое количество
замечательной информации к нам поступает. Но это мы видим здесь, соответственно, каждый раз ходить сюда мы не будем. Можно настроить, конечно, уведомления и прочее, но если мы публикуем наше решение, используем тесно GitHub репозиторий с Azure, публикуем, используем экшены, то зачем нам это делать, когда мы можем использоваться Security Center? И мы это увидим в Security Center, если мы перейдем на анализ наших ресурсов. И среди них мы найдем Container Registry. Который содержит в себе информацию по тем уязвимостям, которые были обнаружены. Нас интересуют уязвимости высокого уровня. И мы видим, что у нас сканирование происходило локально, то есть наш GitHub Action выполнил локально сканирование, запушил сюда результаты. Выполнен был security check, была проверка на возможность эскалации привилегий, и мы можем посмотреть детальную информацию, а именно описание, то есть как эта уязвимость может быть использована злоумышленником, общая информация и ссылка на сайт бюллетеня безопасности. Ну и, соответственно, у нас есть вся необходимая информация. Да, мы видим, какие ресурсы были просканированы. У нас есть вся необходимая информация для того, чтобы мы могли исправить эту уязвимость. Мы о ней знаем, мы уже не можем позволить себе ее пропустить мимо, и зная о ней, и зная, как ее исправить, мы можем сделать это в кратчайшие сроки. Что мы получаем в итоге? Мы в итоге получаем тесную связку между разработчиками, между клауд-архитекторами, между IT-департаментом, которая заключается в том, что знания и экспертиза не держатся только в одних, скажем так, в одном направлении некоторого отдела компании, а эта информация, она начинает распространяться между участниками команды продукта или решения, и она доступна всем участникам с помощью портала Azure. Что дает нам возможность выявить уязвимости на ранних этапах разработки нашего решения, исправить их и не тратить драгоценное время, когда мы выпустим решение в продуктовую среду и столкнемся с какими-то сложностями. По части демонстрации это все. У меня остается еще часть, связанная с ссылкой на рекомендации Microsoft относительно построения DevOps практик. На Microsoft Build 2021 была представлена ссылка на данный paper. Его можно получить по этой ссылке, которую вы видите у себя на экране. Я сейчас его пройдусь по нему чуть более детально. Что это и зачем это нужно и почему это может быть интересно? Ну, в первую очередь, это должно быть интересно системным архитекторам,
на продуктах по причине того, что здесь собраны несколько базовых рекомендаций со ссылками на релевантные ресурсы, где можно найти информацию, как же подходить к построению защиты решения, как строить общий security framework и как этого можно достичь лучшими способами. Здесь есть 6 рекомендаций, я пройдусь по некоторым из них. Первое и основное, что меня заинтересовало и что я могу рекомендовать, это обратиться к тому, что мы должны в наших решениях проводить комплексный мониторинг безопасности, это в первую очередь, но нужно еще понимать, зачем это нужно и как это работает. Поэтому здесь уместно посмотреть на OWASP Top 10 Vulnerables и ознакомиться с информацией, которая находится на этом сайте, а именно здесь идет речь о 10, скажем так, рисках безопасности для веб-приложений, такие как классическая инъекция, но и также более детальная, когда может быть подмена авторизационных данных и прочие риски для безопасности веб-приложения. Поэтому данные 10 пунктов, на мой взгляд, очень важны для команды, которая разрабатывает веб-приложение, и на них стоит обратить внимание. И также весьма полезным будет посмотреть детально. Здесь есть возможность загрузить PDF, и если его посмотреть детально, то в нем можно найти всю необходимую информацию относительно того, какие риски безопасности могут быть для веб-приложений и что с этим делать, в чем собственно, состоит вектор атаки и как мы можем этого избежать, то есть что мы можем для этого сделать. И второй момент, который меня заинтересовал, это это SIS Microsoft Azure Foundation Benchmark, сводный документ, который описывает отдельные пункты по каждому типу ресурсов, глобально по подписке Azure, по ресурсным группам, по Security Center, по Storage аккаунтам, на какие моменты в уязвимости мы должны обращать внимание и как мы можем себе помочь и избежать потенциальной атаки. Коллеги, спасибо за внимание. На этом у меня на сегодня все. До новых встреч.